Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Наше Растение, и сегодня мы поговорим о том, почему спатифилум, купленный в магазине, гибнет после пересадки. Этот спатифилум купидо мне подарили друзья. У него были большие красивые листья, а вот с цветами была проблема. Они были маленькие, деформированные, многие из них даже не смогли нормально раскрыться и остались где-то у основания розетки. Некоторые молодые листья также были маленькие, неправильной формы и деформированы. Все это указывало на присутствие клеща. Я сделала несколько обработок, дождалась появления здорового цветка и после этого решила пересадить спатифилум. Было много испорченных корней, которые отвалились и остались вместе со старым грунтом, но и здоровых белых корней было достаточно. В итоге новый горшок большего размера мне не понадобился, я взяла тот же самый, сделала самую обычную пересадку. Чтобы помочь растению перенести стресс, я полила его не обычной водой, а янтарной кислотой. После пересадки я опрыскала листья теплой водой. На следующий день спатифилум опустил листья. Еще через день листья опустились еще ниже. Я не стала ждать, вытащила растение из горшка и решила промыть корни, посмотреть, что там происходит. Смыв грунт, я увидела, что основание розеток черное. Те корни, которые были здоровыми, снова начали подгнивать. Причем гнилые они становились как с концов, так и посередине, так и у самого основания. Я обрезала гнилые корни, промыла черные участки, после чего поставила растение в раствор препарата от грибковых заболеваний. Затем вернула растение в емкость с водой. Прошел день второй, третий, растению становилось хуже. Я вновь вытащила растение, отделила одну розетку и, отделив лист от основания, увидела, что там все черное. Я разрезала одно большое растение на несколько маленьких розеток, чтобы обработать каждую из них. Я еще раз все промыла и обработала каждую из них измельченным активированным углем. После чего поместила каждую в отдельный горшочек с грунтом и несколько растений поставила в воду. Прошло еще 2 дня. Те растения, которые были в грунте, еще сильнее опустили листья. Листья пожелтели и выглядели абсолютно безжизненно. Те растения, которые стояли в воде, выглядели чуть лучше, но часть листьев пожелтели и у них. Я вновь вытащила все растения из грунта и поместила их в воду. Прошло еще несколько дней, листья остались такими же, а вот корни полностью сгнили. Я была уже готова попрощаться со своим растением, и тут вспомнила про алоэ. Алоэ широко используют в медицине, в косметологии, и я решила с его помощью попытаться спасти свой спатифилум. Я срезала лист, разрезала его на части, 2 из них бросила в емкость и добавила немного воды. Поместила туда остатки своего спатифилума и меняла воду вместе с кусочками алоэ каждые 3 дня. Спустя 2 недели появились новые здоровые корешки. Они росли и развивались, несмотря на то, что часть листьев продолжала загнивать. Через несколько недель растение нарастило целый клубок новых корней. Я вытащила растение из воды, обрезала плохие листья и посадила его в грунт.
Прошло еще несколько недель, корневая система очень хорошо разрослась, появились новые молодые листья, пусть и не такие большие, как прежние. И теперь все старые, пожелтевшие можно смело удалять. Фактически этот спатифилум родился заново. У него полностью новые корни и новые листья. К сожалению, на растениях из магазина очень часто присутствуют вредители, которые ослабляют растения, и они начинают болеть, в том числе грибковыми заболеваниями. И случается такое, что растение спасти не удается. Обязательно добавьте в свою коллекцию комнатных растений алоэ, и он будет помогать как вам, так и вашим растениям. Если вам понравилось видео, не забывайте поддержать его лайком, а я прощаюсь с вами и до новых встреч!